Здравствуйте, друзья! В своих обзорах ранее я уже касался темы умных замков. Так, я рассказывал про замок Акара с интерфейсом ZigBee и про накладку на замок Sherlock M1 с интерфейсом Bluetooth. Один из самых часто задаваемых мне вопросов звучал так: можно ли по желанию открывать эти замки удаленно? Но для обозреваемых моделей такой функции предусмотрено не было. И я задался целью найти замок со схожим функционалом и который обязательно бы имел возможность удаленной разблокировки. И в сегодняшнем обзоре я расскажу как раз про такой замок. Это модель AlphaWise E202. Кроме перечисленного функционала, это открытие удаленно, это работа с отпечатками пальцев, паролей, бесконтактными картами, этот замок имеет еще одну важную особенность – цена. На момент создания этого обзора его цена составляла всего лишь $130, что весьма дешево для такого класса устройств. Итак, давайте начнем с параметров замка. Замок оснащен интерфейсом Wi-Fi 2,4 ГГц и работает через приложение Smart Life или Tuya Smart. Замок поддерживает 5 вариантов открытия: отпечаток пальца, бесконтактная карта, пароль с возможностью ввода избыточных цифр, ключ и приложение. Работает от 4 элементов 2А, заявлено 20 тысяч часов работы в стендбай режиме, контроль и уведомления о низком заряде через приложение. Даже если батарея сядет, замок можно разблокировать ключом или подав на него резервное питание с пауэрбанка. Замок выпускается в двух модификациях: на правую сторону и на левую. Похоже на то, что переделать ручку на другую сторону не получится, по крайней мере это будет очень непросто. Замок рассчитан на установку в двери толщиной от 40 до 100 мм. В комплекте идут разные варианты штифтов и винтовых креплений. Внешняя накладка имеет размер 270 на 63 мм. Внешний размер планки замка 160 на 22 мм. Углубление под замок в двери должно быть не менее чем 118 на 76 мм. Установочный чертеж со всеми размерами можно скачать в виде PDF-файла. Ссылка в описании под этим видео. Поставляется замок в простой белой картонной коробке без опознавательных знаков, на которой просто написано Smart Lock. На торце указана модель, цвет, в моем случае черный, тип ручки правый или левый, толщина двери от 40 до 100 мм и диапазон рабочих температур, которые, переведя в градусы Цельсия, получим от минус 30 до 55 градусов. Первое, что попадается на глаза при открытии коробки, это инструкция по установке и установочный чертеж. Все на английском языке, что всяко лучше, чем на китайском. В описании подробно с картинками расписан процесс первоначальной настройки и подключения к приложению. Содержимое коробки разделено на две части. В верхней, в центре, находится коробка с внутренней частью замка. Тут же находятся штифты разной длины и крепеж, две бесконтактные карты и два ключа. В нижней части в специальных мягких чехлах находятся накладки на дверь со всей электронной начинкой, панелью ввода и всем остальным. Все содержимое коробки. До полного комплекта не хватает только элементов питания, о них стоит озаботиться заранее. Итак, что у нас в коробке? Собственно, сам центральный замок, который устанавливается в дверь. Он полностью механический, никакой электронной начинки в нем нет. Ориентированности вправо-влево у него тоже нет, в отличие от внешних накладок, и его можно ставить и слева, и справа. Замок имеет защелку, которая захлопывается автоматически, и основной язычок-блокиратор. Имеется возможность вручную блокировать открывание замка, об этом чуть-чуть далее. В комплекте имеется и накладка на противоположную часть, дверную коробку, с отверстиями под язычки замка и комплект крепежа. Набор крепежных винтов и штифтов избыточен. Так, например, штифта, которые соединяют ручки накладок с основным механизмом замка, целых 3 разной длины. Винты и резьбовые соединители тоже есть как для тонких, так и для толстых дверей. Из 5 возможных способов открытия замка 2 подразумевают наличие ключа или бесконтактной карты. В комплекте идет пара ключей и пара карт. Я не специалист в ключах, но мне что-то подсказывает, что изготовить дубликаты таких ключей будет не очень просто. С другой стороны, они нужны не на каждый день, а только в случае аварийного открытия. Комплектные карты называются просто Smart Card. В описании написано RFID Smart Card. Установить точно применяемую технологию мне пока не удалось. Вероятнее всего это NFC-чипы, но надо пробовать. Внутренняя накладка. Здесь находится батарейный блок, с этой стороны отверстие для крепежных винтов, ручка, которая всегда открывает замок, и ручной блокиратор. Со стороны двери тут находится интерфейсный разъем, к которому подключается кабель с внешней накладки. Пластина для блокиратора повернута на бок для удобства транспортировки.
Она имеет избыточную длину, позволяющую устанавливать ее в самые толстые двери. Для удобства на ней уже есть 3 надпила, по которым отделяется ненужная часть для более тонких дверей. Интерфейсный разъем имеет 7 контактов. Форма его не позволяет установить штекер неправильной стороной. Внешняя накладка в верхней части оборудована сенсорной клавиатурой, совмещенной с картридером. Сканер отпечатков пальцев с распознаванием на 360 градусов расположен в ручке. Панель ввода служит как для разблокировки, так и для настройки замка. Кроме этого, клавиша решетка является еще и кнопкой дверного звонка. Нажав на нее, с внутренней стороны раздастся громкий звонок. На нижнем торце незаметно для посторонних расположено входное отверстие для ключа. Хочу обратить внимание на то, что головка ключа специально сделана плоской с одной стороны, чтобы его можно было вставить в таком положении. Рядом находится разъем microUSB. На внутренней стороне накладки имеется интерфейсный кабель для соединения с первой накладкой. Для крепления используются приваренные штыри с резьбой. Крышка батарейного блока крепится на одном винте. Под ней находятся слоты для 4 элементов 2А, одно из 2 крепежных отверстий и кнопка сброса. После установки элементов питания и соединения 2 накладок интерфейсным кабелем можно приступать к настройке замка. С самого начала нужно добавить администратора. Для этого нужно нажать кнопку в батарейном отсеке и после фразы «Пожалуйста, добавьте администратора» составить администраторскую учетную запись по отпечатку пальца, паролю или смарт-карте. Об этом подробнее будет чуть дальше. Для удаленного управления и разблокировки используется приложение Tuya Smart. У меня оно уже установлено, в нем живет светильник uTorch и розетка AlphaWise. Из списка вручную выбираем Wi-Fi замок и запускаем мастер подключения, который просит перевести замок в режим сопряжения. Для режима сопряжения на клавиатуре нужно нажать тройку и решетку. После этого подтвердить права администратора отпечатком пальца, паролем или картой. Замок перейдет в режим сопряжения, на клавиатуре будет мерцать цифра 8. Приложение соединится с замком, передаст параметры домашней Wi-Fi сети и после выбора локации замок появится в списке устройств. Главное окно приложения имеет 2 окна. Первое с замком, оно используется для удаленной разблокировки по запросу. Второй для генерации одноразового динамического пароля, который действителен в течение 5 минут. Подробнее об этом далее в обзоре. В приложении ведутся подробные логи работы замка, когда и как он был разблокирован, когда нажималась кнопка дверного звонка, сигналы тревоги, например, на неправильный ввод пароля. При всех действиях на смартфон приходят push-уведомления, если приложению Tuya Smart выдано соответствующее разрешение. Для того, чтобы лучше понимать устройство замка, я сделал вот такой вот стенд, чтобы было видно, что у него внутри. Итак, это внешняя часть с панелью ввода, сканером отпечатков пальцев. Это внутренняя часть, я специально снял крышку, вот элементы питания. Вот основная кнопка сброса, это у нас защелка внутренняя. И внутри соединяются между собой накладки при помощи 2 винтовых соединений. Причем со стороны внешней накладки винтовое соединение находится уже встроено в саму накладку. Со стороны внутренней вот один винт, вот другой винт. Длина подбирается, в комплекте идет несколько винтов. И вот такие вот переходнички, они с обоих сторон имеют резьбу. Штифт, подходящий по длине, вставляется в ручки замка, причем ручки они подпружинены, он немножко уходит внутрь. И вот эта вот панелька, которая крутится, она обрезается. Здесь есть вот эти вот метки, по ним до нужной длины она обрезается. Добавление пользователей. Первый раз, когда замок собран, необходимо добавить администраторскую запись, для чего надо коротко нажать вот эту вот кнопочку. Замок скажет «добавьте администратора». Это можно сделать при помощи пальца на сканере отпечатков пальцев, при помощи бесконтактной карточки, либо вводом пароля. После этого замок сохранит эту администраторскую запись и попросит добавить еще. Первые 3 записи, которые вы будете добавлять в замок, они будут иметь права администратора. Остальные записи будут пользовательские. Для того, чтобы добавить нового пользователя, необходимо нажать, поддержать звездочку, просит подтвердить администратора и просит добавить пользователя. И мы можем добавить пользователя, например, мизинец свой добавлю. Второй раз. Третий раз.
Все, добавлено, просит добавить еще. Ну, можно ничего не делать, и он сейчас выйдет в обычный режим. Все, готово. Теперь мой мизинец имеет права пользователя. Давайте добавим бесконтактную карточку, которая шла в комплекте. Please verify administrator. Please add user. Add successfully. Please add user. Все, готово. Теперь наша карточка тоже может открывать замок. Давайте добавим еще какой-нибудь пароль. Please verify administrator. Please add user. Ну давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Окей. Password is too simple. Please add user. Говорит очень простой, не так-то просто. Давайте попробуем таким крестиком. Please input again. Add successfully. Please add user. Все, готов у нас пользователь. Теперь уже с таким паролем. Давайте рассмотрим, как можно удалить пользователей. Авторизация такая же. Please verify administrator. Please add user. И теперь нам нужно нажать еще раз. Press 1 to delete all user fingerprint. Press 2 to delete all user passwords. Press 3 to delete all user cards. Press 4 to delete all user. То есть номер 1 у нас удаляет все пользовательские отпечатки пальцев, номер 2 удаляет пароли, номер 3 удаляет карточки и номер 4 всех пользователей. То есть по одному пользователю мы удалить не можем, но можем удалить, например, все отпечатки пальцев. Так, пользователей мы уже умеем добавлять, удалять. Как теперь работает, собственно, сам замок? Это у нас защелка на самом деле. Можно, подняв ручку, закрыть и на основной замок, ну, только на одно, так сказать, деление. Внешняя ручка у нас ничего пока не открывает. А внутренняя ручка, вот она есть, она умеет открывать и защелку, и двигать. Причем один момент. Если повернуть защелку внизу, не будет задвигаться. Видите, то есть защелка полностью блокирует. Повернутая в бок защелка полностью дает невозможным открытие замка даже администратору. Вот только так можно открыть. Так, теперь давайте посмотрим снаружи. Вот у нас закрыто. Давайте введем наш пароль. Все, зайти можно. Все, мы ушли. Карточка. Можно зайти. И вот отпечаток пальца. Все, готово. Можно зайти. Давайте введем пароль с избыточными символами. Теперь нормальный пароль. И еще несколько левых символов. Все. Если в всем сочетании цифр встречается комбинация правильного пароля, то замок разблокируется. В качестве эксперимента я попробую добавить банковскую карту. Please verify administrator. Please add user. Банковская карточка не добавляется. И еще один простой эксперимент добавления проездного на метро бесконтактного. Please verify administrator. Please add user. И проездной тоже не добавляется. То есть для того, чтобы достать смарт-карточку, очевидно, нужно что-то искать и покупать. Из подручных средств добавить не получится. Давайте посмотрим, как это делается при помощи приложения. Вот, кстати, приложение. Вот здесь видно
сообщение от приложения TUI Smart, что замок открывался, что кто-то в него звонил в звонок. Еще раз напомню, как звонить в звонок. То есть он вам еще может заменить дверной звонок. Так, теперь, что можно сделать? Есть такая функция, как генерация динамического ключа. Нажимаем, ключ генерируется. Все, 5 минут действует. Например, вам нужно кого-то запустить один раз, и вы диктуете ему этот номер. 8, 3, 2, 3, 8, 2, 7, 6. Так, что-то я неправильно ввел, еще раз. 8, 3, 2, 3, 8, 2, 7, 6. Все, можно открывать двери. И пришло сообщение, что Unlock Dynamic. То же самое можно, сейчас я поставлю, сделать при помощи самого приложения. Если человек хочет зайти, например, чтобы вы его пустили, ему нужно нажать 4 и звездочку. И вот появилось открыть удаленно. Подтвердить. И все, человек может зайти. Вы открываете через приложение, даже для этого не нужно генерировать никакой пароль. И представим себе ситуацию, что у нас что-то случилось, пароли не действуют, явки сломались, даже нет батарейки. Давайте для чистоты эксперимента я даже достану батарейку, даже 2. Все, у нас замок ни на что не реагирует, он закрыт, ничего сделать нельзя. Вниз сюда вставляем ключик, видите? Поворачиваем его. Все. Можно закрыть, можно открыть. Ключ достаем. Опять ничего не работает. То есть при помощи ключа, даже если у вас сели батарейки, все можно открыть, и вы не останетесь снаружи. Несомненно, это очень интересный вариант бюджетного умного замка с возможностью удаленной разблокировки. Из минусов лично для себя хочу отметить то, что несмотря на то, что замок управляется приложением TUI Smart, поддержка которого есть в системе Home Assistant, сам замок в системе не появляется. Хотя с другой стороны минус это не особо и критичен, так как большую часть времени замок работает либо автономно по нажатию, либо там по паролю, либо по пальцу, либо через приложение он разблокируется. Все же это, наверное, удобнее, чем это делать через Home Assistant. Планирую еще некоторое время, пару недель, может быть месяц, подержать его в виде такого стенда, ежедневно эмулируя работу входа-выхода, посмотреть, как он работает. А уже после этого, по факту такого эксперимента, уже буду принимать решение по установке его в какую-нибудь дверь. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.